Ой, да перестань. Перестань, говорю. О, это ты? Узнал? Конечно, узнал. Премиальный мир с картой MasterCard не забудешь. Добро пожаловать в реальный. А за премиальный пошли монетку бросать. Пошли. Как ты считаешь, микролегирование карбидообразующих элементов влияет на образование карбидов сложного состава? Вот запомни эту мысль, вот так ходи с таким лицом в программе. Всем привет, это Орел и Решка, чудеса света. А мы неугомонные и снова в одной из самых дорогих стран мира. Любим мы денежкой пошебуршать в Швейцарии. И прошлое наше чудо было горным, гора Матерхорн. Ну а это чудо водное и расположилось сразу на территории 4 кантонов. Антон Кантон, говори нормально, на 4 регионах. Ну, если бы мои одноклассники знали эту рифму, жить было бы гораздо проще. Давай, Орел. Решка. А? Пацан к успеху ушел. Васька, я знаю, что такое быть со 100 долларами в Швейцарии. Ты можешь попить, и еще останется. Давай, крепись. Откуда попить из фонтана, если только отдай деньги, дай деньги, отдай. В Швейцарии есть озеро, которое стало колыбелью для всей страны. Оно манит своей роскошью и влюбляет пейзажами. Швейцарцы зовут его «Озеро 4 кантонов». А туристы просто «Люцернское озеро». Какие же чудеса оно в себе таит? Сейчас и узнаем. Швейцария входит в топ-10 самых экологически чистых стран мира. И уверенно сидит там в первых рядах. Тут все топят за экологию, даже самые состоятельные. Я тоже решил быть в тренде и взял себе на прокат электрокар Tesla. Это Tesla Model X. Настоящее чудо среди современных автомобилей. Бау! Как тебе такое, Илон Маск? А, это ж твоя. Ого, ты приятная. Назову тебя Илоной. Самое крутое в моей Тесле – режим автопилота. Шикарная штука для тех, кто не любит водить. Плюсы автопилота в том, что машина сама держит полосу, сама при необходимости разгоняется до максимальной скорости, когда нужно подруливает и держит безопасную дистанцию с другими машинами. Так, чем заняться, пока машина на автопилоте? О, прикольно. Караоке. Rain, rain, go away, come again, another day. Заблокировала меня. Все. Но оказалось, полностью увлечься своими делами нельзя. Машина контролирует, чтобы водитель не отвлекался от дороги и сразу начинает противно пикать и блокирует автопилот. Да и вообще, просто сложить руки и любоваться красотами тоже не получится. Периодически нужно касаться руля, чтобы подтвердить свое присутствие в машине. Ну и пользоваться автопилотом можно только вне населенных пунктов. Ведь как только въезжаешь в город, автопилот считывает это по GPS и вырубается. Господи, это какое-то неконтролируемое самоубийство. Но шикарное. Ну что, гуляй, Вася, на 100 долларов в Швейцарии. А Швейцария – это мега дорогая страна. И если бы я была швейцаркой, то мне бы этих денег хватило лишь на 2 раза поесть в кафешке. Ну, или купить месячный проездной на общественный транспорт. Так что придется экономить. Но для начала нужно обменять доллары на местные франки. Да вы чего? Серьезно?
Друзья, комиссия 4 франка. Ну это очень много. У меня каждый франк на счету. А я опытная туристка, поэтому пойду поищу вариант получше. Вариант получше находится в 5 минутах от вокзала, в обычном обменнике. Так, и это не подпольный банк, как вы могли подумать. Да и какая разница, как он выглядит. Самое главное, что здесь нет комиссии. И у меня получилось 89 франков. А если бы я меняла на вокзале, то было бы 82. А 7 франков, между прочим, на дороге не валяется. Мы едем навстречу чуду. Ну как едем? Тесла меня везет. Я решил не скромничать и выбрал самый лучший способ увидеть наше сегодняшнее чудо. На личной Тесле к личному вертолету. Обычная суббота. Ой, главное вертолет не сбить. Люцернское озеро настолько большое, что, конечно, на него нужно смотреть с высоты. Поэтому я арендовал себе вертолет. Так тут просто пилот, а не автопилот. А я как-то привык. Thank you, sir. Кантоны, как слышно, это Антон, я вылетаю. Буду через пару минут. Ну вот и оно, наше чудо, Люцернское озеро. Подлетаем, слушайте, какое оно гигантское, какое оно бескрайнее. Такой цвет, такой ландшафт вокруг. Нам наше чудо света известно как Люцернское озеро, но сами швейцарцы называют его легким и парящим названием – Фирвальдштетское. Фу, кажется, я вызвал Люцифера. Дословно с немецкого оно переводится как «озеро 4 земель». Но туристы упрощают, ведь самый крупный и популярный город на берегу озера – Люцерн, значит Люцернское озеро. Появилось оно много тысяч лет назад, когда с окрестных гор начали сползать ледники, таять и заполнять собой долины. Так получилось несколько водоемов, которые вскоре объединились в одно большое озеро. Но что самое главное, оно считается колыбелью Швейцарии. Ведь именно здесь было принято решение объединить земли 4 окрестных кантонов в одну страну. Спасибо за полет. Thank you. У бюджетного туриста не так много способов полюбоваться Люцернским озером. Самый простой – это выйти на городскую набережную. Но чтобы понять наше озеро, нужно по нему поплавать. Так что будем пытаться что-нибудь нарулить. Так, что это тут у нас такое, знаете, симпатичненькое? Это же катамаранчики. Так, надо узнать, сколько они стоят, может, мне по карману. Так, расценочки. Полчаса 20 франков. Давайте еще что-нибудь поищем, 20 франков, это, ну, вы что, это четверть моего бюджета. Девчонки, привет! А вы знаете, как можно бесплатно прокатиться по озеру? Бесплатно? Это только вплавь. Простите, может, вы знаете, как можно дешево прокатиться по озеру? На той стороне есть паромная станция. Там можно глянуть цены на паром. Окей, спасибо большое. Мне только что сказали, что в тех кассах можно узнать стоимость билета на паром. Так что пойдемте узнаем, может, не повезет.
А сколько стоит самый дешевый билет? 12,80. Короче, самый дешевый круиз, который мне по карману, стоит 12 франков и 80 копеек. Ну, маленьких франков. За эти деньги можно проехать одну остановку и вернуться обратно. Боже мой, какой красивый паромчик, словно белый лебедь на пруду. Такие паромы для местных – просто общественный транспорт, чтобы добраться к другим городишкам на берегу озера. Ну а для туристов проезд на пароме – это настоящее развлечение. Все, наконец-то мы поплыли, попутный ветер. Привет! Боже мой, пейзаж просто потрясающий. Знаете, вот эта холодная швейцарская красота, она не может не завораживать. Но прошло каких-то 10 минут, и мой паром уже причалил к берегу. Друзья, ну это вообще не серьезно, честно. Ну что это такое? Ну это совсем. Я вообще не успела, только, понимаете, только открыла глаза, начала наслаждаться нашим чудом. Все, хоп, выметайтесь. Непорядок. Решил в Швейцарии себе ни в чем не отказывать, поэтому остановлюсь в шикарном и знаменитом курорте Бюргеншток. Бюргеншток – это укромный курортный городишко среди альпийских гор на берегу Люцернского озера. В этой красоте любят отдыхать от суеты звезды, политики и бизнесмены. И выбирают для этого шикарнейший 5-звездочный Бюргеншток отель-резорт. Туда направляюсь и я. Конечно, я мог доехать до своего отеля на Тесле. Конечно, я мог долететь до него на вертолете. А почему не долетел и не доехал? А все потому, что к моему отелю есть специальный трансфер. Новенький, стильный катамаран, да еще и едет за счет электродвигателя. Да это же Тесла в мире водного транспорта. Кстати, ехать я буду не вместе со всеми пассажирами, а в отдельном первом классе, который предоставляет мне мой отель. В общем, на «Титанике» я был бы Розой. И вот когда смотрю на озеро уже не с вертолета, а вблизи. И понимаю, что если бы по аналогии с озером Лох-Несс здесь жило чудовище, то это было бы самое ухоженное, вкусно пахнущее, гладко выбритое чудище на свете, которое появлялось, выпрыгивало бы строго по расписанию, давало бы печенью туристам и уплывало обратно. Ну правда, здесь, как и все в Швейцарии, ну очень красиво, чисто и вылизано. Так идеально, что аж бесит. Кроме бюджетных покатушек на пароме, у туриста со 100 баксами есть еще одно бюджетное развлечение – познакомиться с главным городом на Люцернском озере – Люцерном. Вот на первый взгляд Люцерн – это обычный европейский город. Но стоит немножечко присмотреться, и ты сразу же замечаешь просто миллион деталей, которые делают этот город особенным. Здесь золотые украшения, там расписные стены, здесь фонтан посреди площади. Ну, просто глаза разбегаются. Да и вообще в Люцерне полно чудес. Вот, например, мост Капельбрюки или Часовенный мост – самый древний крытый мост в Европе. Представьте, ему больше 600 лет. Слушайте, вот снаружи идешь, кажется себе мост как мост, а внутри здесь настоящая картинная галерея. И, кстати, здесь больше 100 картин, и каждая из них уникальна.
Если вчитываться и рассматривать, то по этим картинкам можно узнать всю историю Швейцарии. Слушайте, а классно здесь местным, да? Вот идешь ты после работы домой. Вроде как по мосту, а вроде как и по музею. Картины такие, загляденье. Второе чудо Люцерна – это часы Цайтурм. Вот уже больше 500 лет у них уникальное право – отбивать время на минуту раньше. Дело в том, что в Средневековье время в городе отбивали церковные колокола, но местные власти хотели показать свое верховенство и то, что они могут управлять всем и даже временем. Традиция сохранилась и до сих пор. 4, 3, 2, 1. Ровно, без 1 минуты 12! И еще одно люцернское чудо. Вот, смотрите. Каменный лев, умирающий от копья. Этот монумент – символ храбрости швейцарцев, которые несколько веков назад отдали жизнь за свою страну. Местные так сильно гордятся этим памятником, что считают его самым известным на Земле. Известнее даже, чем статуя свободы. Об этом и пишут в путеводителях. Но меня больше заинтересовала не статуя, а водоем. Поговаривают, что летом сюда приезжает столько китайцев, и они накидывают так много монет, что местные студенты здесь собирают по 4000 франков. Так что, Олег, все. Я снимаю пальто. Ты знаешь, что я буду дальше делать. Теперь еще немного на фуникулере, и я в отеле. Этот фуникулер поднимает туристов в курортный город Бюргеншток, а богачей высаживает у VIP-входа в гостиницу. Welcome to the Bürgenstock Resort. Приготовьтесь, сейчас будет особенный момент. Только представьте, номер, в котором я собираюсь поселиться, сегодня стоит $20 000 в сутки. Не каждый богач может себе такое позволить, а я с безлимитной картой могу. Могу я сейчас попросить произвести оплату? Конечно. Есть. Спасибо большое. Вот ваши ключики. Наслаждайтесь пребыванием. Спасибо огромное. Президентский номер? Конечно. Класс. Надеюсь, президент уже выехал. Мать моя, швейцарская пунктуальность! Какой огромный номер! Мой президентский номер – это 308 квадратных метров сдержанной швейцарской роскоши, где каждый уголок выполнен из дорогущих натуральных материалов. Можно просто спокойно бегать мимо огромных столов, пуфиков, диванов, телевизора во всю стену, камина под ним, а рядом еще и рояль. Готов? Бау! Обеденная зала на 8 персон. Также в номере есть рабочий кабинет. Игорь, присаживайтесь, пожалуйста. А ваш опыт работы? Кем вы себя видите через 5 лет? Вот за что я люблю, когда в таких дорогущих номерах делают рабочие кабинеты, за то, что сюда никто никогда не заходит поработать. Так, обеденную залу видел, гостиная есть, рабочий кабинет тоже есть. А где спальня? Спальня. Кухня. Спальня? Не думаю. Ну, тут теоретически можно уснуть, но это не спальня. О!
Но это уже больше похоже на спальню. У меня есть свой массажный кабинет. Благодарю. Ну, естественно. В номере такого уровня, конечно, должно быть джакузи с видом на озеро. Наверное, о такой ванной мечтает каждая президентская жена. Крест люцернский. Пусть это будет спальня. This is спальня! Вот оно. Место бесконечных, сладостных, неконтролируемых утех. В моем случае сна. Ну и главное местечко в моем президентском номере – собственная терраса на 166 квадратных метров. Да это же как 3 однушки. Я теперь понимаю, почему в этом отеле останавливались Сергей Рахманинов, Софи Лорен, Шон Коннери и прочие. И почему вообще вот это место привлекало Марка Твена, королеву Викторию. Лев Толстой написал тут свой одноименный рассказ «Люцерн», а Антон Зайцев пил дорогущее шампанское. Легендарное местечко. Чудо! Ты чудо! Пришло время и мне поселиться. Если бы я арендовала жилье в Люцерне, тогда бы я спустила весь свой бюджет. Но я девчонка умная, смышленая, поэтому в этот раз я буду жить в кемпинге, прямо у нашего озера. Так, Я хотела бы остановиться здесь. Сколько это будет стоить? Вы на одну ночь? Да. Вы будете одна? Only me. Да, этот парень. Место под палатку у нас сейчас стоит 22 франка. Плюс к этому мы даем вам туристическую карту. Это если хотите получить скидку на общественный транспорт или музеи. Такую гест-карт в Люцерне выдают везде, где бы ты ни поселился. Это же находка для бюджетного туриста. Друзья, всего лишь 22 франка, и мне дали специальную гест-карт, которая дает скидки в музее, бесплатный проезд на автобусе и даже на поезде. Антон, учись, пока я жива. Оказалось, кемпинги в Швейцарии – это не просто место под палатку. Это целый облагороженный комплекс с кучей удобств. О! Ребята, вот 21 век на дворе. Вот это я называю кемпинг. Это король кемпинга. Вы посмотрите. Раковина есть, зубы чистить есть где. Тепленькая водичка. Так. Вот, отлично. Душ. Вот сразу чувствуется, понимаете, европейский уровень. Отдельные душевые кабинки. Все чисто. Тут даже есть фен. Стиральная машинка и сушка, я так подозреваю. Так, что тут у нас написано? За этой дверью вы найдете самое прекрасное, что у нас есть в нашем кемпинге. Ну-ка, заинтриговали, что ж там такое? Делайте ваши ставки. И это... Как мило! Комплименты отовсюду. Буквально из всех дверей. Слушайте, так здорово. У меня аж чуть сердце не остановилось. О, тут и дефибриллятор есть. Ну, если что, откачаешь меня, Олег. Вот и мое местечко. Так, ну что, я уже ветеран палаточных дел, так что я справлюсь. Максимум за 5 минут. Засекаем. Волшебные палки. Оп. Подожди, вот это низ.
Номер с видом на наше чудо света – Люцернское озеро. Это лишь только начало. В этом отеле есть все, что может понравиться человеку с безлимитной картой. Вот, например, терраса с видом на озеро. Ресторан с видом на озеро. Спа с видом на озеро. Ну и главная фишка моего отеля – это открытый бассейн. О, да. Конечно же, с видом на Люцернское озеро. Что может быть лучше, чем наблюдать за тем, как опускается вечер на заснеженные вершины Альпийских гор и на водную гладь нашего чуда? Я теперь окончательно понимаю, почему Швейцария входит в топ самых счастливых стран мира. Да только из-за таких видов можно быть счастливым. И сыра. Пять минут это я немножечко переборщила, конечно, за 5 минут это, знаете, не такое простое дело вообще-то поставить палатку. Ой, господи, устала. Ой. Господи, я сейчас сломаю эту палатку. Ух. Ух. Ах. Так, ну что, спальное место готово, так что моя душа спокойна. Ой, надеюсь, конечно, распогодится. А я в своем кемпинге, ресторанами и спа, конечно же, похвастаться не могу. Но зато... Ребята, есть место для барбекю. Ну это же прекрасные новости. Чувствую, на ужин у меня будет что-то горяченькое. Осталось раздобыть уголь. Hello. Да-да. Простите, можете помочь? У вас есть уголь? Для огня? Конечно, сейчас поделюсь. Спасибо. У них даже есть угли. И опять все бесплатно. Но я королева халявы. Правда, на продукты все же придется раскошелиться. Слушайте, ну булочка, сосисочка, сыр, святая троица. Все как в универе. Пожарю на гриле, сделаю бутики. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой. Ужин бедняка в Швейцарии. Ну, для самых дешевых бобов, в принципе, это не такая уж и плохая жижа. В принципе, с голодухи попрет. Блин, у меня сейчас хлеб сгорит, и сосиски мои. У меня больше денег нет. О, повариха, а? Хвостова, я даже бутерброда не могу сделать. Тьфу. Давайте мои бутербродики, я вас жду. И мне все равно, что хлеб цвета угля, такой же черный, я все равно вас съем. Ну что ж, наконец-то мы с тобой встретились. Я так долго тебя ждала, так долго искала. Весь день. Приступим. Что может быть вкуснее простого бутика с сыром и колбаской на свежем воздухе? Я считаю, это идеальный вечер. Я считаю, что засыпать нужно под классику. Спокойной ночи.
Вот моя палаточка. Как я замерзла, как я рада тебя видеть. Спокойной ночи. Ой, я так околела этой ночью, если бы вы знали. Доброе утро. Ну, на Люцернское озеро я насмотрелся еще вчера. А сегодня хочется чего-то более клокочущего, бурного, мужественного, что ли. Есть идея. В 2 часах езды от Люцерна находится еще одно природное чудо Швейцарии. Боже, я надеюсь, вы это слышите, потому что это одно из чудес света, которое в первую очередь слышно, а потом только видно. Ах, какой звук! Его Величество – Рейнский водопад. Мать моя швейцарская русалка. Он вроде бы такой компактный и даже кукольный, но в то же время ты ощущаешь такую исходящую от него мощь, такую энергию. Фантастика. Конечно, это не самый большой водопад в мире. Он высотой всего 23 метра, 23 Василисы. Но Рейнский водопад самый большой в Европе по количеству падающей вниз воды. Представьте, каждую секунду с высоты падает 700 тысяч литров воды. Слушайте, ну вот так стоять и бесплатно глазеть на потоки воды может каждый желающий. Я хочу подойти поближе. Шеф, до водопада по счетчику. Это самый потрясающий в мире душ. Но душ под Рейнским водопадом – это еще не все. На лодке можно доехать до другого берега и подняться на самую высокую смотровую водопада. Вы знаете, мне кажется, люди делятся на тех, смотря из какой стихии они черпают силу. Огня, воды, земли или воздуха. И я, вот глядя на это, убеждаюсь, что моя стихия силы – это точно вода. А я из Люцерна никуда не выезжаю. Тут есть еще на что посмотреть. Например, вот этот музей. Музей транспорта в Швейцарии входит в топ самых лучших музеев в мире. Так что я уже вся в предвкушении. Хорошо, что в этом музее действует скидочная гест-карт, которую мне дали в кемпинге. Да, конечно, удовольствие не из дешевых. Сам билетик стоит 32 франка. Слава богу, у меня есть 10% скидочка, так что она подсластила мне пилюлю. Швейцарский музей транспорта – это огромнейшая постоянная выставка, в которой больше 3000 экспонатов. Тут можно залипать сутками.
потому что столько много всего интересного в каждом уголочке музея. Причем это не какие-то пыльные объекты за стеклом. Тут посетителю реально интересно. Дети, осторожно! К вам летит Мэри Поппинс! В музее несколько интерактивных зон. Вот, например, зал морского транспорта. А вот зона железнодорожного. Тут зона воздушного транспорта. Меня сейчас несет! Ой, сколько вертолетиков! На любой вкус и цвет. Тут даже есть театр машин. Так, ну, сейчас начинается представление. Обалдеть, ради меня сейчас достанут вот эту машину. Здорово! Это, знаете, я как будто бы на каком-то шоу про модели, и я вызываю модель номер 4, я выбираю тебя. Представьте, здесь можно не только любоваться тачками, но даже пройти краш-тест, испытать машинку на прочность, пристегнуться и на скорости 10 км в час врезаться в стенку. Ой, слушайте, я как будто из рогатки меня сейчас вот так вот запульнут. Слушайте, я, конечно, думала, что будет намного страшнее, но все равно это было неприятно. Такой толчок, и я прям чуть ли не упала головой об руль. И это при скорости 10 км в час. А что может быть, если скорость будет 50 км в час? Видите, это уже смятка. Но даже это еще не все. В музее есть отдельная территория, посвященная космическим путешествиям. Алиш, пойдем, я тебе еще кое-что покажу. Здесь есть настоящий скафандр советского времени. Ты посмотри, это же бомба. А вот так вот выглядел первый спутник, который запустили в космос. Он был таких же размеров. Маленький такой квакозябрик. Но кроме космических экспонатов, тут есть макет реальной космической станции. В этом аттракционе туристы могут почувствовать себя настоящими космонавтами. Я сейчас буду кататься на аттракционе, который называется Space Transformer. И это просто настолько уникально, что нигде в мире нет аналогов. Можно попробовать только здесь. А я обожаю космические штучки настолько сильно, что я чувствую, как у меня подшерсток от возбуждения начинает подниматься. Hello. Все, надо успокоиться и получить кайф. Надо успокоиться, потому что не могу. У меня улыбка просто до луны. Какое странное ощущение! Олег, как это работает? Я как будто бы в невесомости. Это так чувствуют себя космонавты? Я что-то сейчас не поняла. А как получилось так, что я на полу? Попробуем еще разок. Такое впечатление, как будто невидимая сила меня сплющивает. Оказалось, этот трансформер периодически вращается, поэтому можно в 2 секунды очутиться на стене. Я то ли здесь, то ли там, то ли тут. Мне кажется, мой вестибулярный аппарат вообще сейчас в шоке, что происходит. Ну-ка, давайте еще разочек попробуем. Я сижу здесь. Мы находимся на плоскости, сейчас мы будем переворачиваться, и я окажусь вот там. Смотрите за мной. Вот так вот себя чувствуют космонавты в невесомости. Really cool. Thank you very much. It was awesome. Ой.
Это просто фантастика, это космос, это нереальный аттракцион. Вот другого слова не подобрать. Нереальный аттракцион. Если ты богат, то можешь посмотреть всю Швейцарию всего за 1 час. Вы спросите, как? Да все просто. Тут есть свой музей миниатюр. Хотя для меня с моим ростом это просто музей. В этот музей обожают ходить не только простые туристы, но и богачи. Чуть позже сами все поймете. Привет, Антонио. Карина, рада приветствовать. Я готов. Что ж, давайте начнем. Я заказал себе приватный тур по музею. Вау! Это все реально? Да, это все реально. Все наши экспонаты существуют в жизни. Только здесь сделаны в масштабе 1 к 87. Тут есть миниатюры и красивых маленьких городков, и самых известных мест Швейцарии. Маттерхорн, Рейнский водопад, или же вот наша живописная железная дорога. Обалдеть, у них даже игрушечная ЖД работает лучше нашего. Фантастика. Тут, куда ни посмотри, все двигается. Обалдеть, ты нажимаешь кнопку, и на тебя сверху начинает лететь параглайдер. Вау! Шевелится. А вот и Рапунцель 21 века. Поднимает своего возлюбленного принца по волосам наверх. И живет своей жизнью. Чума. Можно смотреть вечно на 3 вещи. Как горит огонь, как течет вода и как дровосек размером с кутикулу пытается разрубить полено. А скажите, сколько здесь всего персонажей? Людей, например. Людей, животных около 25 тысяч. 25 тысяч? Угу. Да это как маленький город. Получается так. За всем этим микромиром стоит огромный человеческий труд. А тут сколько километров кабеля? Чтобы все это работало, использовано около 10 километров кабеля. Это вроде такой мир детства, но при этом для тех, кто этот мир создает, это, мне кажется, невероятно сложная, адская работа, которая требует предельной концентрации. А если не секрет, сколько вы потратили, создавая всю вот эту выставку? Это не секрет, около 3 миллионов франков. Но это только на выставку, без инфраструктуры самого музея. И чтобы все это содержать, предприимчивые швейцарцы придумали продавать услугу для богатых туристов. А я вижу маленькую рекламу тут. Она настоящая? Да, она настоящая. Люди приходят, платят вам деньги, и их бренды тут? Да, это крутой маркетинг для компании. И нам хорошо, потому что мы будем продолжать строить наш музей. Вы представляете, тут можно заказать рекламу, и название вашей компании будет на поезде висеть на каком-нибудь здании, доме. Обалдеть. И за счет этих денег они кормят штат из 25 человек. Я обязательно закажу рекламу своей шашлычки. Мне этот музей напомнил, что в каждом взрослом живет ребенок. Просто иногда мы об этом забываем. Но придя сюда, вы очень быстро об этом вспомните. И проведете тут кучу часов. Правда. Премиальная карта способна открыть любые двери. Моя задача только показать пропуск. Ну вот, один момент на бесконтактную, удобную оплату с MasterCard, и можно идти получать все прелести богатой жизни. Но я пошел. Ой, пропуск забыл. Вечером Рейнский водопад еще и подсвечивается. Столько света, воды, сколько же они за коммуналку платят? Ну, швейцарцы могут себе позволить.
Хочется, чтобы и вы в Швейцарии могли позволить себе что-нибудь этакое. За кладом от «Орла и решки» приезжайте в Швейцарию, к Рейнскому водопаду. Рядом с рестораном «Мюллер Хаус» под лестницей вас и ждут наши $100. Удачи! Люцернское озеро – удовольствие не из дешевых. Полчаса 20 франков. Оно гигантское, какое оно бескрайнее. Но при желании даже бюджетный турист может оценить его роскошь. Боже мой, пейзаж просто потрясающий. О, да! А главное – увидеть, что рядом с большим чудом всегда есть множество миниатюрных Чума. Фантастических. и мощных чудес. Это самый потрясающий в мире душ! Которые оставляют впечатление на всю жизнь. Девочка, дай копеечку. Чувак! Садись, давай, садись, хоть в нормальной машине посидишь разок. Дай ноги хоть отряхну, подожди. Слушай, круто, какая она крутая-то, а? Это ж та самая Илона Маска, да? Илона Маска, да. Как уикенд? Отдохнула, как настоящий швейцарец. Ела швейцарский сыр и вдыхала швейцарский воздух. А что ты свет-то видела? Слушай, ну у меня было Люцернское озеро, Рейнский водопад. Мой уикенд на 80% состоял из воды. Ну, как твои подводки? Ну, бабушке нравится. Конечно. Увидимся на следующем чуде света. Все, поехали, давай, дверки закрываем. Вперед, чудо-машина! Батут работает! Вперед! Еще, Васька, не когда-нибудь это все станет твоим. «Орел и решка» приглашает всех желающих покорить Килиманджаро. Зайти на вершину Африки вместе с популярным тревел-шоу. С 9 по 17 октября. Красиво. 2 дня сафари в национальных парках Танзании. Ну а дальше брось себе вызов и встречай рассвет на самой высокой точке Африки – 5895 метров. Все это время команда «Орла и решки» снимает кино о твоем восхождении. Поверь, эта поездка изменит твою жизнь. Кажется, теперь я вообще все могу. Подробности в описании. Количество мест в группе ограничено. Успей записаться.